куда движется прокуратура. Потому что нам очень многое надо менять, надо кардинально менять наши подходы, нам надо менять менталитет, мышление и делать еще многое-многое для того, чтобы по праву заслужить доверие людей. Вот поэтому 2-3 пункта буквально. Вот первое, кадры. Это самое главное. Вот помните, выражение было, кадры решают все. Вот это неправильно, говорят. Не всякие кадры, а именно кадры, которые на своем месте. Нужные кадры. У нас немало честных и преданных прокуроров. Они наш главный актив, но много и балласта. Сейчас новый порядок отбора. Из 2000 кандидатов прошли всего 128. Они новобранцы, это первые ласточки. Они прошли первоначальную подготовку. У них, уважаемые коллеги, я хочу сказать, вот посмотрите, убедитесь, огонь в глазах. Вот самое главное вот это. Ұмтылып жанып тұрған жігіттер, қыздар. Такие победы, конечно, нас вдохновляют. Мы меняем парадигму. Молодежь, мы очень хотим, чтобы молодежь поверила. Потому что все зависит от образа жизни каждого человека, от социальной его активности, от стремления к знаниям, патриотизма, энтузиазма. Все в их руках. И наша задача, особенно взрослых, создать эти условия, чтобы самые талантливые пришли на госслужбу. К сожалению, не все хотят правоохранительные органы, в том числе прокуратуры, поэтому самые талантливые, которые где-то выигрывают, где-то заметны, мы должны искать этих людей и уговаривать, чтобы они сюда к нам пришли. Потому что этих людей мотивировать потом не нужно. Они уже изначально мотивированы. Это первый этап. Впереди внедрение лучших HR-технологий, создание прозрачного механизма продвижения, поощрения и мотивации. Это тоже очень большой проект по кадрам. Мы потом отдельно тоже его презентуем. Теперь второй момент. Это методы нашей работы. Как сегодня мы работаем? Текучка, аврал, рутина, огромная переписка, отчеты. Проверяем, добиваемся наказаний виновных, требуем устранить нарушения, направили представление. Нам отвечают, меры приняты, мы довольны, считаем, дело сделано. Однако сама проблема осталась и не исчезла. И так, я не знаю, не только десятки, наверное, и в советское время так было. Я помню, я тогда работал. Иногда это на руку нам, чиновникам. Почему? Потому что выявление нарушения – это наш хлеб, способ доказать нашу нужность. У нас иллюзия. Чем больше находим нарушения, как будто мы лучше работаем. Это неправильно. Мы должны в корне устранять, предотвращать нарушения. Однако мы не торопимся. Почему? Потому что времени много. Нас содержит бюджет, налогоплательщики. Зарплату, кстати, мы всегда получаем вовремя. Поэтому надо эту парадигму решительно менять. Мышление прокуроров, менталитет надо менять. Для этого внутри у себя мы сейчас создаем атмосферу безотлагательности перемен. Наша цель не только выявлять нарушения, устранять их причины. Вот надо учиться нам у корпоративного сектора, как это делается в сфере бизнеса. Потому что бизнес свои деньги считает, и он так просто раздувать штаты не будет. В этом нам помогает проект Европейского Союза во главе с господином Уильямом Мейзером. Мы каждую субботу с удовольствием встречаемся и часами обсуждаем и устраиваем брейнштормы. У нас есть команда реформаторов, это коллеги современно мыслящие и у которых, еще раз говорю, огонь в глазах. Пользуясь случаем, поблагодарю господина Билла лично, его команду за поддержку, которую они нам оказывают. Сейчас шаг за шагом внедряем отдельные элементы
современного менеджмента, чтобы суть решать проблему до конца, чтобы это почувствовали люди. Вот, если выражаться очень просто. Даже то, от чего мы избавились, сегодня Йоган Давыдович говорил, когда говорили, времени нету, людей нету, стоило нам избавиться, вот то, что он сказал, а это всего лишь верхушка айсберга. Еще там много чего, от чего надо отказываться. Так вот это время, ресурсы нам позволили заниматься сейчас более важными. Мы их всегда откладываем, потому что они не срочные, это не пожары. Но этими важными вещами мы должны заниматься. Иначе пожары будут каждый день. Конечно, сходу их не решить, но начало заложено. Есть согласованные с госорганами планы. Теперь сообща будем идти до конца, пока полностью не закроем ту или иную проблему. Вот в феврале мы закроем один проект. Знаете почему? Потому что результат достигнут. И, наверное, это самое лучшее. Самое лучшее не начинать проект. Самое лучшее, когда говорить, все, цель достигнута. Мы обязательно вас пригласим, и вы сами убедитесь, что это действительно так. В ближайшие дни сформируем портфель приоритетных проектов. Они будут решать самые чувствительные вопросы. То, что сегодня Марат Муратович и Андрей Николаевич говорил, это всего лишь первые, я бы сказал, репетиции, тренировки. Потому что мы должны в первую очередь сами научиться. У нас сейчас очень много учебы происходит. Вот. Мы создали проектный офис при Координационном совете, пригласили туда лучших специалистов, лучшие прокуроры там. Поэтому этот проектный офис будет в первую очередь обучать, методологически сопровождать каждый проект, естественно, мониторить и контролировать.